что, ребят, хоть мы находимся на расстоянии, но все равно не хочется упустить шанс записать интервью со всей командой, пообщаться с ребятами, раз уж мы все сегодня здесь собрались. На связи Нави Дота, и мы будем сегодня говорить об игре. Ну, сначала, значит, здравствуйте всем. Привет. Привет. Расскажите немножко, пожалуйста, так вводно, где вы сейчас находитесь нашим фанатам, как выглядит ваш буткэмп, какой-нибудь режим и все прочее. Жор, может, расскажешь нам? Ну, мы сейчас на буткемпе в Сербии, тренируемся вместе, заехали тут на весь DPC, играем КВ, играем официалки, как бы режима такого нет. Какие еще команды сейчас находятся в Белграде или там в Сербии из дотеров? Потому что, ну, точно Спириты там, а кто еще, не знаете? Сюда еще заехали Дундра, точно, здесь еще Hellraisers, по поводу остальных не знаю. Гладиаторы еще. Здесь. Гладиаторы. Угу. Ну, нормально. Вы общаетесь с кем-то или нет? Нет. Нет. Мы тут сами по себе. Ну, правильно. Давайте поговорим о заменах, которые произошли. Это интервью должно было выйти, конечно, до старта DPC, но из-за наших технических проблем не вышло, но все равно хочется затронуть темы, которые, возможно, там фанаты хотели бы, чтобы мы подняли. Итак, замены в команде. Ушло 2 опытных игрока, пришло 2 молодых. Эта тенденция, в принципе, понятна, классическая, но какие вызовы могут стоять перед вами в связи с этим? Вот хочется, в частности, услышать и мнение Алика, тех, кто был до и находится сейчас в команде. Как ты думаешь, какие плюсы и минусы подобных решений могут ждать вас впереди? Или какие ты уже мог прочувствовать? Безотносительно личности, просто вот... Я думаю, просто нужно больше времени на то, чтобы сыграться. Но самое, конечно... Это отчасти рандом, как ты стакнешься химически, так и в понимании игры, потому что у всех оно разное довольно, и, возможно, всегда с этим могут быть проблемы. Если брать там прошлый состав, у нас были большие проблемы с коммуникацией. Здесь коммуникация намного проще, но типа есть другие проблемы, на которые можно спокойно решить. Вот. Влад, а ты по ощущениям, как думаешь, согласен с Аликом по поводу коммуникации, в частности? Хорошо, это хорошо. Видишь, коммуникация подтверждается, что у вас, в принципе, есть общие точки соприкосновения. Давайте также немножко коснемся темы капитана, кто сейчас колет, просто озвучим это еще раз для публики, так сказать. Кто колет сейчас? Арман. На самом деле, капитаном считаюсь я, но колет по игре не только капитан, колет Алик и Никита, ну и я в некоторых моментах. Так что у нас игровой процесс, идет вот так. А в каких моментах они вступают в игру? Ну, Никита больше в начале, early, mid-game, а Алик ближе к концу. В зависимости от того, кто сильнее на карте, кто больше нетворса имеет, у кого какой герой. Никита, тебя устраивает такая схема, и как ты себя чувствуешь, когда тебе нужно колить и быть главным на карте? Да, в целом меня устраивает. Иногда, конечно, бывают трудности, но со временем становится все проще и проще, поэтому да, все супер. Какие качества, ты думаешь, должны быть у хорошего капитана? Лидерские качества, точно. Уверенность в себе и в том, что ты говоришь. Вот. А кто перед игрой заряжает вас на результат? Знаете, часто кто-то говорит некий спич перед стартом, который мотивирует других. Кто у вас эту функцию выполняет, и есть ли такой человек вообще? Мы еще не дошли до этого. Еще не дошли. Да, я думаю, все и так заряжены, хотят побеждать, поэтому иногда даже слова не нужны, в принципе, все и так все понимают. Да, это чаще уже касается, когда дело идет к кланам, да, тогда такое может самоорганически получиться. Когда речь идет о молодых составах, то, в принципе, в скилле сомневаться не приходится, очевидно, однако слабым местом могут быть именно подготовка, стратегии, разработка там каких-то макростратегий. Сколько времени уделяете этому вы в процентном соотношении в вашем там тренировочном процессе, и как вообще этот процесс там вместе с тренером происходит, потому что обычно один капитан с тренером работают там, допустим, над драфтами или смотрят реплеи. Как это происходит у вас сейчас, Жор? Можешь поделиться с нами? В принципе, сейчас, да, Арман с Геной до игры обсуждают примерные драфты там наши, примерно как хотим играть.
Надеюсь, этого все равно будет больше, потому что, мне кажется, этого не хватает сейчас. А так, после игр потом вместе смотрим и тоже обсуждаем, что могли сделать лучше на карте и как хотим дальше играть. Это коллективная работа, да? Ну да, я думаю, это и должна быть коллективная, чтобы все понимали, как мы хотим двигаться дальше. После инта мы, в принципе, не увидели каких-то глобальных изменений в доте, да, не было каких-то больших патчей. Есть ли какие-то заготовки к новому сезону? Мы не будем прямо сейчас касаться предыдущих матчей, в принципе. Есть ли какие-то заготовки к новому сезону? Есть ли вообще возможность их делать в таких условиях? Как вы бы описали мету сейчас? Заготовки какие-то есть, какие-то работают, какие-то не работают. Ну, мы работаем над этим. Чё? Ну, как тебе нынешняя мета? Ты бы хотел все-таки глобальный патч или, ок? Да, пора бы вроде. Всегда хочется патч, когда долго играешь над ним и тем же. Чего не хватает, Арман? Как думаешь, какие бы изменения ты бы хотел? Надо изменить карту. Карта всегда одна и та же уже, не знаю, на протяжении скольки? 1,5 года, наверное. Да. Просто одна и та же карта, люди ставят одни и те же варды, ничего нового не придумывают. В плане героев, не знаю, мета и так меняется. Герои-то меняются, к этому вопросов нет. А вот насчет карты большие вопросы. Угу. Ходят же слухи, что IceFrog займется снова Dota 2 спустя сколько времени? 2 года? Да, наверное. Как вы думаете, действительно ли это правда? И, может быть, кто-то еще выскажется о том, какие конкретно изменения хотели бы. Арман говорит, карту в первую очередь, может быть, какое-то там что-то с экономикой сделать, какие-то больше новых героев, и, не знаю, Рошана вернуть на место, что-то такое. Никит, какие у тебя были бы пожелания к IceFrog, и веришь ли ты в эти слухи? Да мне вот, если честно, не то, что не наскучил патч, но мне как бы все равно, то есть я просто играю и все. То есть будет патч, не будет, мне без разницы, как бы. Вот. Угу. Алик, а ты что думаешь? По поводу этого патча, если с картой, да, я согласен, она уже, давно не меняется, но сейчас мне, в принципе, нравится мета героев, потому что сейчас работает буквально любой герой. Есть, конечно, там поломанные некоторые, но в целом Dota сейчас супер сбалансирована в плане героев. И все зависит от того, просто как ты сыграешь, как ты подготовишься, какие примешь решения в игре. Поэтому мне, в принципе, все нравится. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы некоторые мертвые кэрри-герои, скажем так, немного стали сильнее. Например? А в целом, Пэл. Фантомка. Потому что герои просто мертвые на протяжении года, если не больше. Будем надеяться, что эти изменения придут. И говоря о героях, давайте уже коснемся игр, которые проходили. Мы уже видели 2 игры в рамках DPC Восточной Европы. Дважды мы видели вас в пиках Рики и 2 уверенные победы с ним. В принципе, об этом герое много говорят. Является ли это имбой патча и с чем связан такой успех конкретно с ним? Как вы думаете? Я бы не сказал, что это прям имба патча. Это просто сильный герой, который выполняет очень много макрозадач. В плане скаутинга, в плане ты форсишь врага покупать миллион сентрей детекшена. Это тоже, тратишь нетворс врага. И, дротик, конечно, который слипает и сетапит любой килл с миллионного расстояния. Это тоже очень важно. Как контрить такого Рики, если он тебе в пабе попался? В пабе вряд ли ты сможешь его контрить. Тяжело. А вот в компетке, просто... Молиться, да? Да, вот реально молиться на то, что у тебя команда будет лучше. В целом, форстафы помогают, Лотос помогает просто из дротика анслипать. Из самых сильных героев, там, по идее, Абадон, Бара, Легионка, они все снимают дротик, либо Бара на себя принимают. Так что в целом играть можно. Еще по героям, несмотря на то, что у Трента очень хороший сейчас на DPC винрейт, у вас не особо с ним получалось. Что скажете об этом герое? Почему не получалось? Недостаток опыта какого-то игрового конкретно на нем? Или в чем проблема? Арман, я думаю, плохой драфт был с Трентом в целом. Не стакался с другими нашими героями, и в этом была вся проблема. Мы много играли с Трентом, но почему-то в этих играх решили сделать драфт неподходящий для Трента. Я помню, ты когда-то говорил в одном из интервью, что Трент, по-моему, твой, один из любимых героев. Да, так и есть по сей день. Да.
Хорошо, дальше. По Марсе, которая сохраняет также высокий винрейт на DPC, однако мы ее не видим от вас. Жора, ты, насколько мне известно, много играл на Марсе, у тебя много игр на ней. Почему не пикаете? Ну, я думаю, она как саппорт сейчас очень слабая по сравнению с тем, что она может делать на коре. То есть раньше это был преимущественно саппорт-герой. В самом начале вообще у нее был первый спел, который станил, потом попозже второй спел. Сейчас у нее все спелы в начале очень слабые, и как бы просто надо качаться и через третий спел и ульт убивать героев. То есть это кор-герой сейчас, а не саппорт. В будущем, может быть, мы увидим на кор-позиции Марсе от вас, нет? Это возможно, вполне. Я бы не отказался. Мы вам не скажем. Хорошо, давайте пройдемся по своим играм. В принципе, обе игры против Darkseid и против Spirit проходили по одному сценарию. Вы их выигрывали уверенно первую карту, и затем на второй и третьей, не получалось, и в результате не в нашу пользу заканчивался матч. В чем причина? Вот вы уже проанализировали, это, дистанция или что? Как вы думаете, Никита, расскажи твои впечатления от дебютных игр в Нави. Где-то плохие решения принимали, где-то на стадии драфта ошибались. Вот. Там комплексно, то есть нельзя сказать, что проиграли там только из-за этого или только из-за этого. Выводы сделали, вроде как. Будем дальше их делать и фиксить проблемы, да. Тебе не кажется не ироничным, а вот, что это интересное совпадение, что действительно две игры и один и тот же сценарий? Действительно. Или это просто совпадение? Мне кажется. Просто пока совпадение. А Dota это, в принципе, сценарий, да, вот это все заговоры. В принципе, в Матрице живем, поэтому... Да, мы все актеры. Я вас Ладно, понял. если честно, на самом деле, просто, первая игра у нас есть наш драфт, условно уверенный. А в следующих играх мы, не чтобы критично, но довольно сильно ошибаемся в драфте, по игре и в принятиях решения, как мы хотим двигаться. Вот как-то так. А в первой игре у нас там плюс-минус все идеально. А потом что-то происходит. И даже когда вторая игра у нас там, по-моему, против Darkseid и против Team Spirit, по сути, начали хорошо. А потом после 15 минуты что-то у нас пошло не пошло. Плохо. И так же самое против Darkseid. У нас, все хорошо, мы там... у нас на 3 линиях все прекрасно, а потом что-то пошло не так. И все. А третья уже так по накатанной. Да, мы проанализировали, мы сделали выводы, исправим ошибки. Мы видели от вас связку Бэтрайдер, Тренд и Тини, которая не сработала, но вы все равно к ней возвращались. Почему? Вы действительно верили в эту страту или это была какая-то ваша основная стратегия, от которой не хотели отказываться? Сделали неправильные выводы со второй игры, и поэтому взяли ту же связку в третьей игре, из-за чего было тяжело двигаться по карте, потому что два героя, на саппорта хотят покачаться, занять там линию какую-то, при том, что, Тини и Тренд — это однотипные герои. Тини хочет тэпнуться в сейфлейн, когда вышку снесут, и качаться там 10 минут. И также Тренд хочет там стоять и дефать тавер 10 минут. Из-за этого было тяжело играть. Мы, кстати, от тебя, Алик, видели, кажется, в каждой игре нового героя. Так продолжится дальше? Так некий квест или просто так совпало? Как пойдет. Большая часть, наверное, так совпало. Это ты экспериментируешь, ищешь то, что больше подходит сейчас под мету, под соперников, или какие-то другие причины? Нет, это просто как подстраиваюсь под драфт, что хорошо под наш пик. Влад, к тебе вопрос по поводу Бруды, которую мы видели. Казалось, что после лейнинг-стадии ты немножко потерялся, и что-то пошло, как говорит Алик, что-то пошло не так. Расскажи немножко об этом герое, почему вы брали Бруду, у тебя не так много на ней матчей, и как бы ты проанализировал ошибки, которые были совершены там в этой игре? Лейнинг был у меня нормальный, снесли вышку, что там... подзаняли лесок, но, говорю, так как не суперопытная Бруда, нету понимания каких-то моментов, каких-то таймингов, потерял. Там был хороший тайминг. Открыть мид-вышку, я не поймал его, и мы зажались по карте, а потом уже приняли драку невыгодную для нас, и игра стала сложной, поэтому... Скажи, что сейчас 100 подряд сыграешь на ней, и будешь любую. Так и будет. Скажи. Короче, да, сейчас Владос сыграет 100 подряд на Бруде. Ее будут банить в каждой игре.
Не, он просто сыграет, подготовится, мы выиграем за 15 в следующий матч, ее будут банить нам. А обязательно нужно бруду, да? Ну, конечно, он сейчас сыграет, там, не знаю, ну, вот он будет лучшей брудой. 33-й даже рядом стоять не будет. Арман, ты как человек, который, как я поняла, ну, участвуешь, да, и отвечаешь за драфты, как ты рассматриваешь эти решения, или это была твоя идея брать эту бруду, например? Во второй игре против Spirit просто в первой они забанили бруду в первой стадии, а во второй не стали банить. И мы решили, что Team Spirit неудобно играть против бруды, и лучше ее взять, потому что на вторую стадию она не доживет. Собирались брать во второй стадии потом Undying или также Бэтрайдера, ну и Белку могли добирать, как саппорт с брудой. Но что-то пошло не так. Случился тренд-инцидент. Тренд-инцидент — теперь крылатое выражение у вас, да? Да. Также у вас есть еще одна слабая, не слабая сторона, а противник — это Crystal Maiden. Вы проиграли против ЦМ-ки на 5-й позиции, кажется, все игры. Почему вы не забаните этого героя? Или, в принципе, она недостойна как саппорт отдельного бана? Недостойно. Герой очень слабый. Саппорты недостойны бана. Не в ЦМ-ке проблема была в этих играх. Все равно она там просто ставила линию и все. Ну, других героев в целом, то есть ЦМ-ка, она там просто присутствовала как бы как дополнительный герой, то есть поражения были не из-за нее. Она просто была как бы в этих играх. Поэтому пусть живет, да? Да. Какой следующий матч у нас? Сейчас мы пишем, у нас 11 января, правильно? Какой следующий матч? Я не посмотрела. Против One Move следующий матч. Да. Но самое фришное это будет Bad Boom. Я думаю, мы 2 по 20 их снесем. Алик, вот. Побойся Бога. Но мы будем готовиться к каждой. Неважно, кто против нас. Мы боимся, ну, не соперника, мы боимся самих себя. Это глубокая мысль. Никита, что ты скажешь о ситуации в регионе? Смотрел ли ты другие игры вообще в рамках DPC? И кто тебе кажется, кто тебя удивил, кто тебе кажется сильным соперником? Ну, игр еще не так много. Вот, но Darkseid удивили, то, что 2 серии выиграли подряд, я от них такого не ожидал. Ну, вот я думаю, из удивления только они, а пока игр больше других команд, да и не было особо. Вот, поэтому бежим другие игры, и там уже можно будет сказать что-то больше. Вот как-то так. Hellraisers победили против Немиги, да? Кажется, они выиграли Немигу. Ну, тоже одна игра. А что скажешь о Team Spirit? Вот они поменяли лидера, у них были изменения. Очевидно, это лидер региона там на протяжении года, полтора. Как тебе по ощущениям их игра? Все-таки первую отдали? Ну, видно то, что ребята, как сказать, до сих пор сильные, но, возможно, недостаточно мотивации у них, мне кажется. Но, возможно, я ошибаюсь, я не знаю. Да, не знаю, неохота за других говорить как-то. Что там у них, пусть у них и будет, как бы. Главное, что у нас, вот так я считаю. Вот. Ну, хорошо, тогда будем давайте подводить некий итог, что, значит, что-то пошло не так, но ничего страшного, правильно? Главная фраза, которая прозвучала. Но мы в любом случае поддерживаем, болеем за вас, ребята, поэтому и верим в вас, конечно же, и будем желать вам удачи. Пожелайте быстро в комментариях, пожалуйста, ребятам удачи в следующих матчах. Подключайтесь также к трансляции их игр и болейте в чате, правильно? Конечно, да. Спасибо, что... Да, болейте за нами. Спасибо, что уделили мне время, в частности, для нашего YouTube-канала. Также нашим фанатам, друзья, я вас призываю покупать наш бандл для того, чтобы еще лучше поддержать ребят. И подпишитесь, пожалуйста, на канал. Всех благодарю за просмотр и всем пока.